Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 23 по 29 октября. И эта неделя 28 числа лунное затмение в знаке зодиака Телец, мои дорогие. А Телец, да и вообще весь этот коридор затмения, это где-то ось отношений или взаимоотношений, даже в социуме, и финансы или в целом вопросы нашего благополучия. И какая-то ведь ситуация это не новая, это то, что было уже прежде. Здесь может нас словно, ну, снова перед какими-то фактами ставить, такое может быть. С учетом быстро изменяющихся обстоятельств нашей жизни многое меняется. Но, тем не менее, давайте сделаем наш расклад. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, обстановке, в которой вы находитесь. И у каждого она своя. У кого-то очень сложно, я это тоже понимаю. Ну, давайте вот призовем на помощь интуицию. Первая карта у нас будет главное событие недели, или вот вокруг чего, может быть, будут разворачиваться обстоятельства. Неожиданное событие. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что будет помогать, радовать? Что скрыто, чему мы не придаем значения, не видим, не замечаем? И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Денежная энергия. И личная жизнь. Еще мы достанем, давайте, карту совет. Подытожим наш расклад. И будем очень аккуратными на этой неделе. Итак. Ух ты, деньги, мои дорогие. Ну, не только деньги. Известие, новость какая-то. Может быть, ошеломляющая. Но чаще это все со знаком плюс. Это карта удачи, карта шанса, карта возможностей. Иногда, правда, это новость, которая перед нами новые варианты какие-то дальнейшие открывает в любом деле. Потому что часто именно туз пентаклей проигрывается как возможность или шанс, поданный свыше. Иногда бывает и такое. Поэтому чего-то не упустить, быть внимательному определенно стоит. Но у кого-то из вас получение документов долгожданное, или получение денег, которые вы тоже ждали, или просто финансовые вопросы, по которым, вот уже эта карта нам говорит, скорее всего, они со знаком плюс. Что-то вы сможете либо решить, либо разрулить, может быть, такую ситуацию, для кого это необходимо. Или это может быть даже та новость, которая поначалу нас словно выбивает из колеи, но по прошествию дней мы понимаем, что, ну, вот есть какая-то связь или взаимосвязь в цепочке развития событий. Иногда бывает и так. Давайте посмотрим неожиданное событие. Праздник. Что-то у вас, правда, получается, мои дорогие близнецы. Либо денежки получаете, либо документы подписаны, или то, чем вы занимались, к чему вы стремились. Работу, может быть, кто-то искал, и уже было собеседование, а потом поставили на паузу, не сказали да, не сказали нет. У кого-то может быть прогресс, но свои усилия какие-то мы все-таки прикладываем. Тут не само по себе что-то происходит. По тузу пентаклей что-то мы прежде уже делали, понимаете? Вот в зависимости от того, что мы как приложили эти усилия, в каком ракурсе, в каком качестве, насколько настойчивости у нас хватило, вот такой мы результат получим. Но радостные события как будто в неожиданностях. Нам гарантировано что-то приятное, доброе. У кого-то это касается семьи. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А вот какая-то задержка. Мы можем, кстати, может быть, и по этой карте деньги сами по себе задерживаются или задерживались, но мы их как будто получим. Вот нам какая-то заминка не должна создавать темный фон нашей жизни определенно, потому что по этой карте это тоже своего рода прогресс. У кого-то из вас это деньги из двух источников или новый способ заработка. Как будто все равно есть перспектива по этой карте. Все-таки у нас дерево с пентаклями изображено, и дерево имеет корни. То есть прочно стоять как будто на земле. Вот есть такое понимание. Поэтому с одной стороны, с собой рисковать определенно не стоит, но если есть какая-то заминка, повторюсь, задержка из-за обстоятельств, ведь тут нам показан как бы период созревания пентаклей на дереве, то есть есть то, что мы не можем изменить. Или, может быть,
если мы про деньги, сбой электронных систем, или где-то задерживаются деньги в дороге, или, ну, какая-то вот банковская система, что-то там не сработало, может быть такое временное. Ну, наверное, не время будет думать, что, ну, все не получится, или там что-то я не получу, деньги никогда, например, да, тут разные мрачные мысли могут нас посещать. Или это дело, допустим, не будет иметь продолжения, не будет иметь, может быть, какого-то финала. Вот об этом думать точно не стоит, потому что как будто успех не отменяется, а он может просто задерживаться, мои дорогие. И все будет для нас со знаком плюс. Что нам будет помогать? Король Пентаклей, посмотрите, да, вопросы финансов, может быть, имущества, недвижимого имущества, ну и движимого, может быть, вопросы, связанные с семьей, вопросы, связанные с переездом, где-то у кого-то могут проигрываться, вопросы, связанные вообще в целом с благополучием. Помогает нам, ну, рационализм, помогают наши близкие, может быть, да, может быть, есть у вас такой человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, телец, дева, козерог, или имеет там, может быть, асцендент или по луне. Вообще это трезвый взгляд на вещи. Может быть, и контакты с таким человеком, который, кстати, надеется сам на себя. Отчасти и что нам помогает, что нас будет радовать. Когда надеемся мы тоже сами на себя. Когда мы все держим под контролем. У короля Пентаклей все под контролем. Выбить его из колеи сложно. Он знает, что обстоятельства нашей жизни меняются постоянно. И он готов где-то скорректировать планы, лишь бы его основная цель от этого не пострадала. Поэтому вот где-то рационализм, но здесь больше приземленности, понимаете, здесь именно про благополучие нам говорит карта, более теплая энергия, поэтому что-то доброе, хорошее нам определенно помогает. Вообще позитивная в целом неделя для вас, мои дорогие близнецы. Дела, работа, бизнес, какая-то прежняя история, может быть, или история, связанная с вашей семьей. Может быть, правда, документы по имуществу, по недвижимости, или просто документы, когда вы куда-то либо собираетесь отправляться, либо к вам кто-то приезжает. Может быть, известие от родственников, если вы сейчас на расстоянии, вы собираетесь съехаться. Здесь может быть также, знаете, когда к вам могут приехать, например, дети, внуки, да, вот такое тоже может проиграться. В гости, может быть, или вы будете заниматься как будто детьми, внуками, может быть, обучать даже их, вот такое тоже проигрывается. Или какая-то личная, повторюсь, история с человеком даже иногда бывает на расстоянии. Может быть, вам нужно что-то будет решать. Кто знает, вообще карта позитивная, но тут, наверное, у каждого по-разному. Кто-то может ставить точку, а кто-то думать о продолжении. Но если в целом шестерка кубков, это карта, с одной стороны, прошлого, с другой стороны, это есть элемент дипломатии. Вы великие дипломаты, если вы захотите, мои дорогие близнецы. Поэтому какой бы вопрос ни стоял на повестке дня, если это касается посещения инстанций, чиновников, каких-то организаций, согласований, то здесь все пройдет гладко. А если это касается, допустим, вопрос того, что нужно нам тоже с кем-то договориться или какую-то нейтральную позицию занять, мы тоже это сумеем. У вас все получается. Вообще это приятные эмоции, поэтому есть повод для радости, праздника. Финансы. Ну вот рыцарь кубков, вообще это тут больше про вдохновение какое-то, про радостные новости, правда, вот вам праздник. Может быть, это касаемо денег, опять же, да, мы на деньги смотрим. Или ваш статус денежный. Ну, у каждого по-своему, конечно, и у каждого свое понимание, сколько. Много, мало, да, по деньгам. Но, тем не менее, позитивная неделя по деньгам-то как раз нам об этом говорят. Но по рыцарю кубков мы можем задуматься, например, о второй работе или получить сначала предложение, может быть, да, или захотим сами, может быть, попробовать себя в новом деле каком-то и буквально готовы к этому приступить. Может быть, отчасти есть и те люди, которые, вот как
король Пентаклей, вам что-то предложат, и вы вдохновитесь каким-то проектом, как по-новому зарабатывать деньги. Вот такое тоже может произойти. Может быть, вы тут что-то будете менять по работе, и тогда я должна сказать, что эти перемены вас как раз оставят довольными. Что в личной жизни? Ну, правда, у кого-то вопросы, связанные с детьми, и нам снова Паш Пентакли. Может быть, вы будете проплачивать за учебу, все же Пентакли, да? Или участвовать активно в жизни детей и внуков. Для кого-то из вас это новые отношения, может быть. Но не совсем нам о какой-то новой любви, безусловно, говорит карта. Но есть элемент обновления. Может быть, прежние, с учетом шестерки кубков, вы знали человека как доброго друга, или вы просто переписывались с ним, был вам чем-то человек интересен, а теперь вы понимаете, что неплохо было и встретиться. Может быть, даже у кого-то из вас эти отношения временно встали на паузу, и вы даже не слышали друг друга и не писали друг другу, а теперь через какое-то время вы каким-то новым интересом к данному человеку загоритесь, да, словно, и для вас будут словно общие какие-то темы для обоюдного интереса, или вы можете увидеть новые варианты развития отношений, но есть все равно какая-то неспешка и в то же время обновление. У каждого здесь как-то по-своему, но чаще по пажу Пентакли это то, что мы с элементом новизны словно начинаем или обновляем, или меняем что-то, и этому как будто по карте суждено продолжение. Ну вот как-то так. Давайте мы узнаем карту совет. Семерка мечей. Ну, наверное, не очаровываться, чтобы не разочаровываться, мои дорогие близнецы. Карта нам определенно советует быть хитрее, где-то не поддаться эмоциям. Могут люди, увы, манипулировать, могут где-то просчитывать свою траекторию, то, что для них будет выгодно. Можете и вы, кстати, просчитывать, выгодно для меня этим делом заниматься или нет. Или я вижу какую-то перспективу по данному вопросу или нет. В любом случае, карта нас призывает к тому, чтобы мы где-то проигрывали любую ситуацию с позиции, что что-то может меняться. Или что я буду делать, если как-то по-другому пойдут развиваться события, обстоятельства. Или что я буду делать, если каким-то образом внешняя обстановка изменится. Здесь вот надо быть готовому, как с одной стороны, неожиданностям, неожиданному поведению людей, к неожиданным обстоятельствам, уметь, где-то ловко выходить из той или иной ситуации. Или если, допустим, пошли даже вот конкретно, да, оформлять какой-то документ, а нам чиновник говорит: нет, вот я тут не могу, не буду, не хочу, не знаю, 1000 причин. Это не значит, что это дело не получится, вот с учетом, опять же, семерки Пентаклей. Это значит, что надо в другие двери зайти, как-то по-другому. То есть в обход какое-то дело, может быть, решить, как-то что-то предпринять альтернативным вариантом, но и держать, безусловно, руку на пульсе. Иногда по этой карте проходят, ее называют карта вора, и она вам выпадает в карту совет. Поэтому быть внимательным в целом к кошелькам, сумочкам, паролям, аккаунтам, не переходить по мутным ссылкам. Карта нам в целом призывает всех нас. Что скрыто? Давайте мы откроем эту карту. Ну вот, чтобы не было разочарований, все то, что я только что перечислила. Но знаете, здесь ведь карта пятерка кубков – это сожаление, что что-то у нас не сложилось в прошлом. Вот как будто могут быть, знаете, это сожаление как по отношениям или сожаление по какому-то вопросу. Вы думали, вы решите определенным образом, а вам придется действовать как-то по-другому. Или вы думали, вы быстрее с чем-то разберетесь, а здесь нужно вот так еще и подождать. Вот такой момент. Это мелкая карта, которая не рассказывает о длительном периоде. Это эпизод какой-то, может быть, на неделе, когда, вот так вот мне взгрустнулось. Какая-то хандра буквально может посетить, но, опять же, это ненадолго. Ситуация выравнивается, но держать руку на пульсе определенно стоит. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.